нет, мы не в ботаническом саду, как это могло показаться в самом начале, а в Российском университете дружбы народов. Меня зовут Евгения Черноскулова, это проект ТОП-ВУЗ, и сегодня мы вместе с вами пройдем путь от абитуриента до выпускника самого зеленого вуза России. Поехали! От медицины и нанотехнологий до космологии и экологии в РУДН реализуют более 400 образовательных программ. Кстати, в этом году свои заявления сюда подали 118 тысяч человек. Я думаю, что нам надо поторопиться, пока еще оставшиеся бюджетные места не разобрали. В нашем университете приемная кампания разделена на две части. Приемная кампания для Российской Федерации, для граждан Российской Федерации и, соответственно, соотечественников, и приемная кампания для иностранных граждан. Безусловно, главное качество – это, наверное, хорошо сданные ЕГЭ или вступительные испытания, потому что наши абитуриенты – это не только школьники бывшие, это и выпускники средних профессиональных учреждений, колледжи, техникумы, это поступающие в магистратуру, в аспирантуру, в ординатуру. И для всех абсолютно очень важно сдать вступительные испытания, которое в дальнейшем будет влиять на рейтинг и на поступление на бюджетные места. Здесь будет столько знаний со всего мира, можно сказать. И чем больше разносторонней информации, тем лучше, поэтому РУДН как нельзя лучше подходит для обучения. Да, конечно, волнительно, когда ты сюда приходишь, но здесь такие милые люди, они тебе во всем помогают, всегда с улыбкой отвечают на все вопросы, поэтому, стресс сразу пропал. Что зацепило? Ну, во-первых, это такая связь с иностранцами, скажем так, в целом его интернациональность. Ну и, конечно же, в сравнении с остальными вузами, с похожими баллами, это, я бы сказал, best of the best, да. Во-первых, потому что оснащение, а во-вторых, как раз за свой интернационализм, потому что, логично, чем более великим количеством людей мы общаемся, тем более, скажем так, продвинутыми будем. ВУЗ очень интересно, много функциональный, как уже сказал Брайтон. Тоже находится на 4-м месте, мировой университет, хороший. На медицинский институт очень хорошие преподаватели. Как я уже сказала, закончили отличный врач, который сейчас работает в своей стране. Это самое лучшее для нас, как на медицинском институте. И вообще, я уже друзья мне сказали, что это хороший университет, хороший выбор. На сегодняшний день в РУДН учатся представители 162 стран мира. Казалось бы, что все они такие разные, но при этом объединены одним университетом. Кстати, интересно, что студенты и выпускники думают об этом месте. Пойдем и узнаем. Когда приехал сюда, я ничего не знал. То, что я сейчас делаю, это РУДН. РУДН дает иностранным студентам все удобные условия – жить, учиться, работать. Кроме того, здесь много иностранцев и студентов, где можно с ними знакомиться и строить отношения разные. Я, когда поступил в университет, впервые услышал о землячествах, где можно изучить все традиции абсолютно разных стран. Мне кажется, это очень хороший вуз, потому что это самый многокультурный международный университет в России. Здесь ты можешь найти себе близкого человека, дорогого человека вообще из другой страны. И это очень классно, потому что разница менталитетов здесь вообще не чувствуется. И здесь мы учим, что надо уважать разные культуры, разные языки. Я вообще не выбирала РУДН, даже не рассматривала. А потом в какой-то момент просто послушала разговоры, у меня знакомые тут учатся. И я решила, что это мое прям место. Пришла сюда и ни разу не прогадала. Я просто люблю всей своей душой РУДН и очень рада, что я сюда пришла. Это, конечно, большая возможность. У меня друзья из Африки, из Египта, из Латинской Америки. Эти возможности только в РУДН. Познакомиться с миром вообще. Когда я сказал папе, что я хотел учиться в России, он мне сказал, Россия – это красивая страна, я могу отдыхать, ничего страшного нету. Конечно, было грустно, что я уехал из моей родной страны, но все, я адаптировался здесь. Друзья, они очень хорошие, ведут себя со мной. И у меня сейчас много отношений к разным студентам.
так как архитектура России очень богатая, и благодаря тому, что я изучал здесь, это будет мне помогать, чтобы развивать тоже мою страну в области инфраструктуры. Для меня Руден является частью моей жизни. Я думал, что если я стану хотя бы министром, президентом моей страны, я вернусь сюда поблагодарить Руден за то, что сформировал меня, помогал мне стать кем я стал сейчас. Специальное ощущение, то есть специальный час он занят на сердце любого иностранца. Многочисленные магазины, Сбербанк, кафе, парикмахерские, кофейни, автосервис, интерклуб и абсолютно все необходимое для комфортной жизни есть на территории кампуса РУДН. Остается только наслаждаться жизнью и учиться на отлично. Через дорогу от главного здания находится 15 жилых комплексов, где живут наши студенты. И обычно мы селим по принципу знания и изучения иностранного языка. Если ты гражданин РФ и выбрал французский язык, соответственно, тебя заселят с тем студентом, у кого родной язык французский. Поэтому я думаю, что вот эта возможность пообщаться с другой культурой, она дает такие открытые двери абсолютно везде. РУДН осуществляет активное сотрудничество практически со всеми национальными ассоциациями иностранных выпускников российских и советских учебных заведений, действующих в 70 государствах мира, и оказывает им всемирную поддержку. А количество партнеров университета счесть просто невозможно. Здесь вне зависимости россиянин, гражданин Гамбии, Замбии, Ливана, все студенты в обязательном порядке проходят практику, потому что эта практика включена у них в учебные планы. Это обязательная часть учебного процесса. В течение учебы у меня был опыт прохождения практики в компаниях «Газпромнефть-Хантас», в компании «Шлюмберже», а также опыт участия в кейсах и научные конференции. У нас есть ряд соглашений с зарубежными базами практик, и наши студенты, в том числе и ординаторы, проходят уже там свою практику. И при этом они и возвращаются туда работать. 2 года назад мы с командой по кейсу вышли на всероссийский уровень и заняли там 4-е место, войдя в топ-6 лучших решений. Нас заметили, и каждую из участниц моей команды пригласили на стажировку в компании «Шлюмберже». И там мы уже каждый на своей локации имели опыт практики. Также у нас есть ряд целевых договоров с теми или иными странами, скажем, с Доминиканской республикой, куда отправляют сюда к нам для обучения медиков в области нейрохирургии, пластической хирургии. И это специалисты, которые приезжают в страну и должны отработать на своих местах. То есть мы говорим именно о подготовке кадров. И, естественно, у нас есть отдел по трудоустройству как иностранных и российских выпускников, и не только выпускников, но и студентов, который помогает, размещает вакансии, проводит дни карьеры, дни трудоустройства в стенах нашего университета. Конечно, это банки, которым интересно выращивать у нас своих будущих профессионалов. Разные компании, есть РЖД, Росатом, Ростех. Есть 2 пути поступления. Можно пойти на магистратуру, которая происходит и преподается совместно с нашим партнером. А есть подача документов, которая называется целевое поступление на бюджетные места, когда наш абитуриент заключает договор с организацией и, обучаясь 4 года, потом обязуется работать в этой организации. Поэтому можно пойти либо по целевому направлению, либо выбрать то направление, где есть очень много партнеров. Честно, меня привлекла кросс-платформенная, скажем так, возможность, а именно сочетание нескольких направлений в институте, а именно экономическое, бизнес и плюс медицинское, которая меня изначально привлекла. Именно поэтому у меня появилась возможность поступить в этот институт, совмещая все свои интересы и хобби. Я поступил в медицинский институт и начал развивать свои проекты параллельно, ходя, скажем так, за консультацией на другие факультеты и знакомиться с ребятами с этих факультетов. Практике в РУДН уделено особое внимание. Причем ведется она активно не только в партнерских компаниях, но и прямо в университете.
Иногда хочется попробовать себя в чем-то новом, в чем-то, что будет таким, знаете, экстремальным. И мне кажется, что это место максимально подходящее для этого. Приступайте к сердечно-легочной реанимации. 1, 2, 3, 4, 12, 13. Сила на исходе. Мы находимся в учебной скорой помощи, и только что на ваших глазах нам удалось спасти пациента. Мне показалось это очень интересным и, оказывается, совсем непростым делом. Кажется, как будто в фильмах смотришь, ну что, вот так вот просто делают, а тут столько сил тратится. Но зато все получилось. Благодаря активной практике студенты РУДН всегда готовы прийти на помощь. Так, координатор медицинского факультета ливанец Алаа Алхаш спас жизнь человеку на борту самолета. Молодой врач оказал первую помощь пассажиру и убедил экипаж совершить экстренную посадку. Благодаря Алаа человек остался жив. В РУДН учится множество студентов, и здесь множество направлений подготовки. И самое главное, что в каждом уголке университета и даже студенческого городка кипит жизнь. И мне кажется, пока я это все говорила, рядом со мной уже начало что-то происходить. Сейчас мы узнаем. Я студентка Института экологии РУДН. Мы проводим экологический мониторинг. Тут у нас представлена почва. Почва – это один из важнейших компонентов экосистемы. В Москве в основном распространена дерново-подзолистая почва. Но естественный покров не везде сохранился, поэтому перед нами, конечно же, урбанозем. Давайте проведем эксперимент. Хотите попробовать? Да, давайте, с удовольствием попробую. Ой, ну только страшновато, конечно, все-таки соляная Ничего кислота. страшного, здесь всего 10%, она абсолютно безопасна. Все, самое главное, что она не опасна. Да. Мы просто наливаем? Да, чуть-чуть совсем капаем, чтобы не сильно мешать, так сказать, природным. Что ж, начинаем наш эксперимент, друзья. Вот, ничего не произошло. Да, это суглинистая почва у нас была такая. И теперь давайте Значит, попробуем здесь как бы нет кальция. Да, все правильно. Кальция Всё. в ней нету, глина не реагирует. Теперь попробуем к другому виду почвы. Ой, вот тут пошла реакция, куча пузырьков. Это дерново-подзолистая почва, поэтому она содержит 0,73% кальция, поэтому, конечно, идет реакция. И здесь, получается, будет более плодородный урожай, и эта почва более пригодна, чтобы выращивать растения, правильно? Насчет урожая сказать сложно, но то, что она более пригодная для растений, это правда. Мониторинг почвы мы провели, стихии еще осталась вода, воздух, но я предлагаю начать, например, с воздуха, потому что как раз-таки, мне кажется, здесь что-то с этим связано и происходит. Здравствуйте. Здравствуйте. Мониторинг воздуха состоит в том, чтобы Ух ты. измерить содержание вредных веществ в воздухе. Здесь мы измеряем бензол. Есть менее серьезное отравление бензолом, есть более серьезное. Но в любом случае это опасно и... Ну, Конечно. Вы знаете, перед тем, как мы начнем, мне кажется, что вокруг РУДН прекрасный воздух. И здесь бензола точно нет. Но мы проверим. Мы проверим, да. На самом деле содержание бензола здесь есть, но оно совсем небольшое. И оно не превышает ПДК. Предельно допустимую концентрацию. концентрацию. Загрязнение воздуха оказывает вредоносное воздействие на здоровье, влияет на продовольственную безопасность, затрудняет экономическое развитие, способствует изменению климата и ухудшает состояние окружающей среды, которое дает людям средства к существованию. Поэтому сейчас особенно важно регулярно проводить мониторинг воздуха и в целом бороться с экологическими проблемами, чем и активно занимаются в самом зеленом вузе. Все, да, ничего не изменилось, но самое главное, что мы убедились, вокруг РУДН прекрасный, чистый, свежий воздух. Перед вами образцы минералов, которые геологи в процессе своей работы находят и определяют, что это за минералы. Но для того, чтобы мы могли определить точно каждый минерал, нам надо взять этот кусок камня, который геологи называют образец, и, соответственно, определяем по тем свойствам, которые имеет каждый минерал. Для вас что это такое, например? Что вы видите? Я вижу что-то блестящее, как будто на металл, холодненький такой, как металл. Ну, как металл, да. Но вы больше ничего не видите здесь? Ну, как будто он двойной камень и с каким-то напылением. Дальше что еще С видите? драгоценным. Фух, у меня уже началась практика. Это настоящая практика, потому что мы должны знать все, что мы видим, что мы находим под нашими ногами. Понимаете? Давайте тогда я помогу вам. Да, давайте вы поможете. Смотрите, мы видим, что? Первое свойство, которое бросается в глаза. Что это такое? Цвет. Правильно? Да, цвет. Желто-золотистый, правильно? Да. Я бы сказал, что это золото. У вас есть золото? Есть, но Да. не такой желтый, Не правильно? такое. Дальше, что мы видим еще? Это большой, тяжелый кусок камня, правильно? Тяжеленький такой, да. Тяжеленький, правильно. Дальше, если мы детально посмотрим на них, мы видим как будто тонкие
точечные огранки минералов. Есть такое? Есть. Есть, да? Есть разного размера. Это значит еще свойство, которое называется форма кристаллов каждого минерала. Уже второй. Дальше? Цвет, форма. Да. Дальше, что мы можем видеть еще, по-вашему? Блеск, я бы сказала. Молодец. Вот Блеск. это да. И четвертый, у нас есть металлический предмет. С помощью этого предмета мы попробуем нанести царапину сюда. Есть такая следа? Остается? Нет, не мне остается. кажется, нет. Значит, она твердая. Значит, и здесь уже мы будем определять в лаборатории. В свое время, когда геологи открыли этот минерал, они назвали этого минерала «золото дураков». По-своему. Потому что на самом деле это не золото, а дураки думают, что золото. О, правильно. Этот минерал называется пирит. Спасибо, что показали, и здорово, что студенты могут своими руками прикоснуться к таким прекрасным творениям нашей природы и понять и пощупать это, и потом, конечно, применять это на практике. Однако в РУДН все не заканчивается на привычных экспериментах. Жень, мы находимся в нашей VR-лаборатории. Это одна из 2 лабораторий, которые построены в РУДН. В этих лабораториях студенты учатся, как использовать VR-технологии, с одной стороны, так и создавать какие-то свои проекты. А что за экран сейчас перед нами? Сейчас у нас программа для медиков, она предназначена для того, чтобы наши студенты учили анатомию. Ого! Смотрите, я могу снять часть черепа, одну, Другую вторую. часть. Можно подойти, посмотреть, как она называется, и попробовать потом собрать назад. Я такого, если честно, еще вообще нигде не видела. Захотелось стать на хотя бы 5 минут студентом-медиком. Некоторые мои однокурсники работают здесь же, в Российском университете дружбы народов, некоторые работают в дипмиссиях за рубежом, некоторые работают в Министерстве иностранных дел. Спектр широк и удивительно при этом. Если говорить, скажем, в целом о выпускниках, то за годы своей работы Российский университет дружбы народов подготовил более 180 тысяч иностранных выпускников, которые работают в 170 странах мира. Хотелось бы отметить, наверное, да, что министр окружающей среды Руанды – это наша выпускница Жанна Дарк. Наш выпускник – это министр МЧС в Уганде. Наш выпускник – министр здравоохранения Намибии. Можно перечислять очень долго. То есть это те компетенции, те наши уникальные компетенции, которые дает наш университет. При этом, когда приезжаешь в командировку, в служебную, естественно, командировку по продвижению нашего образования, очень приятно слышать выпускников, особенно первых выпускников, которые говорят на удивительно хорошем, чистом русском языке. Они до сих пор помнят тех своих учителей, которые были с ними, работали на подфаке, на основных факультетах. Это та наша сила и мощь, которая помогает нам во всем. РУДН в первую очередь это не учеба, а люди и отношения между ними. Именно в этом объединении и обмене опытом и знаниями со всего мира кроется главный секрет успешности вуза и его выпускников. Таким был наш день в РУДН. И закончить его хочется слоганом «Открой мир в одном университете». Вы смотрели ТОП ВУЗ. Меня зовут Евгения Черноскулова. Увидимся в новых выпусках. Всем удачи, ну и всем пока-пока!